Милый румяный дедулька смотрит на нас с витрины открыток практически в каждой стране. Дети, которые верят в сказки, ждут его прихода с нетерпением. Ждут и даже не подозревают, что меньше 2 столетий назад ребятня тряслась в ужасе и страхе, ожидая его прихода. Да, за это недолгое время его образ изменился до неузнаваемости. Причин несколько. Во-первых, с конца 19 века отношение к детям начало тоже кардинально меняться. И из подрастающей рабочей силы они стали постепенно превращаться в особую ценность для родителей. А во-вторых, на добром мужике с подарками, как оказалось, можно неплохо зарабатывать, и наиболее преуспел в этом обожаемый всеми Санта. А между тем на Санту имеется очень нелицеприятное досье. В основе этого образа лежит реально существовавший человек, архиепископ Марликийский, святитель Николай. Жил он во 2-3 столетии нашей эры. Развалины его резиденции и сегодня можно увидеть недалеко от поселка Демре на территории современной Турции. Весь мир знает его под разными именами. Николай Марликийский, Николай Чудотворец, Николай Угодник, ну и, наконец, Пер Ноэль, Баба Ноэль или Санта-Клаус. Это сегодня образ святого Николая припорошен приторными легендами о том, что он раздавал тайные подарки беднякам, у которых были дети и которые не могли себе этого позволить. Все было как раз наоборот. На самом деле до середины 19 века Санта-Клаус промышлял тем, что сёк розгами и уносил в мешке тех детей, которые имели наглость быть непослушными. Откуда же у святого такая нечеловеческая жестокость? Дело в том, что в те далекие времена вполне обычной практикой было забирать детей 7-12 лет в рабство, если родители не могли платить налог или дань. А архиепископ ежегодно в осенне-зимний период совершал такие контрольные поездки по вверенным ему территориям. Отсюда и плотно въевшийся в головы людей образ. Несмотря на разные названия, во многих фольклорных традициях святой Николай занимается одним и тем же – отбирает у несчастных крестьян детишек. Вот что значит честно заработанная репутация. Свирепствовал Санта не один. Например, в Альпах его неизменным спутником был Крампус – существо с рогами, длинными зубами, копытами и хвостом. Он выполнял за дедушку самую грязную работу. Сёк непослушную малышню длинными розгами и уносил с собой в свой ужасный замок. В германской традиции святого Николая сопровождает другой помощник – солдат Рупрехт, который вытворяет то же самое, что и Крампус. Компания, похоже, дедульке под стать. Ко второй половине 19 века необходимость в таких ужасных героях постепенно сходит на нет, и тогда белыми нитками начинают кроить совсем другую историю. Санта постепенно теряет свои пугающие черты, а Крампус превращается в некое чучело, которое теперь крадет детей, чтобы покатать их на санках. Все эти нелепые метафоры можно наблюдать на открытках разных исторических периодов. Вот, полюбуйтесь сами. Кстати, в России во времена правления Александра II тоже очень хотели заиметь своего собственного рождественского деда. Так, в 1861 году в некоторых источниках можно встретить упоминание о старом Рупрехте, дарившем детям подарки. А в 1870 году уже засветился святой Николай. Но эти образы не прижились на просторах нашей Родины. Слишком уж сильны были старинные языческие традиции. И на Руси зимой царствовал совсем другой герой – Карачун. Древние славяне почитали Карачуна 21-22 декабря в самый холодный и короткий день в году, или в день зимнего солнцеворота. Известно, что Карачун – это второе имя Чернобога, бога смерти, злого подземного духа, а также бога, повелевающего морозами. С этим грозным божеством всегда рядом находились медведи-шатуны, превращающиеся в бураны, и метели-волки. Слово «карачун» прочно вошло в речь простого народа. Пришел ему Карачун, жди Карачуна, задать Карачуна, хватил Карачун. Все эти фразы можно услышать даже сейчас. С течением времени образ Карачуна все теснее стал ассоциироваться с морозом. Так и появился суровый старец с бородой, который сковывает землю стужей, погружая ее до весны в глубокий, напоминающий смерть, сон. Тогда и зародился образ любимого советскими и российскими детьми Деда Мороза, повелителя зимних холодов. Люди верили, что Мороз ходит по полям и селам и громко стучит. От его стука реки заковывает в лед, а в деревни и города приходят трескучие морозы. Дышит он зимней стужей, а слова превращаются в иней и сосульки. Густые снежные облака – это его волосы. Суровый Мороз не любит нытиков. Тем, кто жалуется на холод, приходится несладко, а тем, кто весело переносит стужу, дарит Мороз румяные щеки и хорошее настроение. Помните сказку «Морозко»? «Тепло ль тебе, девица, тепло ль тебе, красная?» Именно за свою стойкость к морозу получила главная героиня от Морозко все блага.
Мороз считался очень могущественным божеством. Люди были уверены, что с ноября по март Земля находится в полной его власти, и даже Солнце не смело сопротивляться его мощи. Но Мороз, как и святой Николай, ходил по земле не один. Сопровождали его духи-помощники – морозцы, или, как их еще называли, трескуны. Они носились по полям и лесам, дули в кулаки и нагоняли сильный ветер своим ледяным дыханием. А когда морозы касались пятками промерзшей земли или стволов деревьев, то все начинало громко трещать. Отсюда и выражение «мороз трескучий». Ну и, конечно, стоит вспомнить снеговиков, всегдашних спутников Деда Мороза. Смешные слепленные из снега человечки – это самые настоящие идолы, которых ставили в знак почитания грозного бога зимы и холодов. Народный трепет перед Корчуном и позже перед Морозом были очень сильны. Наверное, поэтому в конце 19 века многочисленные попытки власти принести в народ западные версии Зимнего Деда не увенчались успехом. В 1840 году появляется сказка Владимира Федоровича Адаевского «Мороз Иванович». В 1886 году впервые возникает уже знакомый Морозко, и к 30-м годам 20 века советская власть, отметающая все имеющие религиозные корни, делает Новый год вместе с Дедом Морозом главным атрибутом зимних веселий советских граждан. Языческий Корчун или Мороз оказался более подходящим для объединяющего народ праздника, чем его западные собратья. Ну а как же дела обстоят в других уголках Земли? В Ирландии вместо привычного всем Санта-Клауса в зимние праздники дети ждут Даиди на Нолайга. Жители этой очень традиционной страны тоже не захотели отказываться от своих обычаев в пользу христианских героев. Даиди на Нолайг хоть и напоминает знакомого всем Санту, но на голове у него венок из трав, а в руках посох с веточками. А дед Даиди, как вы догадались, во все зеленое. Еще одно известное новогоднее божество – лапландский дед Йолупуки. Если заглянуть вглубь веков, то с этим именем связывали жуткое чудище в козлиной шкуре и с рогами. Йолупуки, что с языка суоми переводится как «рождественский козел», заявлялся в дома крестьян, требовал выпивку и пугал детей. Если оказывалось, что дети плохо вели себя весь год, то их он живьем варил в котле. Здесь мы видим прямую аналогию с Крампусом. Тем не менее, такой послужной список также не помешал превратить Йолупуки в розовощекого старикана в красном кафтане. Интересными рождественскими традициями может похвастаться и Исландия. Главные герои здесь – Йоласвейнары, и они вообще никак не похожи на уже привычных всем Святого Николая или Деда Мороза. Сегодня Йоласвейнары предстают перед жителями этой холодной страны как милые забавные озорники-гномы, которые оставляют в башмаках послушных девочек и мальчиков подарки, а непослушным шутя подсовывают картофельные или камешки. Но это, как вы понимаете, толерантный и вылизанный образ Йоласвейнаров. В переводе с исландского слово «Йоласвейнары» означает «рождественская братва» или «рождественские парни». В более старинных легендах рождественские парни — это 13 сыновей великанши-людоедки Грилы и лентяя Липолуди. Вся эта честная компания до начала 20 века считалась очень мрачными и злыми созданиями. За 2 недели до Рождества они спускались с гор и начинали всячески измываться над населением. Воровали скот, били утварь, наводили бардак в домах и даже похищали детей. Особенный ужас на исландских детей наводила мамаша Грила. Она в компании с огромным йольским котом величиной с быка шлялась по улицам. Милая бабулька хватала непослушных детей и тащила их в свою пещеру, где из них готовила рождественский обед. Ее питомец промышлял тем, что ловил на улицах людей, не успевших обзавестись теплой шерстяной одежкой. Дело в том, что теплую одежду могли позволить себе только те, кто хорошо работал весь год, а лентяев же ждала участь быть съеденными жутким усатым чудовищем. Видимо, и для исландцев Рождество было больше похоже на кошмар, чем на праздник. Кстати, слово «йольский» происходит от древнего дохристианского праздника зимнего солнцестояния Йоль, который отмечали 20-21 декабря. С этого праздника христиане без зазрения совести позже слезали Рождество. С придумыванием своего собственного у них вообще были большие проблемы. Так что пережить Рождество и Новый год в стародавние времена было еще тем испытанием. Радуйтесь, что не живете пару столетий назад. Наверное, нет более известного праздника в мире, чем Рождество. Даже Новый год не так сильно пропиарен. И все вроде бы просто и понятно. Христиане знают эту историю на зубок, но тем не менее, если покопаться, то невооруженным взглядом прослеживается тесная связь с другими, более ранними учениями. Хотя, конечно, в каждом культе верят в уникальность своей легенды. И сегодня вы узнаете 7 удивительных фактов о Рождестве.
Никаких точных данных в Библии. Как ни странно, в самой главной книге христиан, Библии, об этом важном событии сказано очень мало, а точная дата рождения Иисуса и вовсе не указывается. В Евангелии от Марка все начинается с Иоанна, который крестил всех желающих водой. Иисус Христос пришел к нему креститься сам, будучи уже взрослым. Похожая картина и в Евангелии от Иоанна. Ни о зачатии, ни о рождении Сына Божьего там нет ни единого упоминания, так же, как и о его родителях, Марии и Иосифе. Во всех Евангелиях о рождении Бога-человека написано до безобразия мало, и все как-то расплывчато и сумбурно. Не упоминается ни одной даты, ни одного имени или настоящего названия населенного пункта, по которым можно было бы хоть что-нибудь точно узнать о дне и месте рождения Иисуса. В общем, главное событие всего христианского мира в Библии описано очень скудно. Но на самом деле удивительного в этом ничего нет, потому что создатели культа Сына Божьего, умершего за грехи всего человечества, черпали вдохновение совсем в других источниках, и никто особо не утруждался в том, чтобы как-то скрыть плагиат. Иисус и его близнецы. Приглядевшись к главным героям различных религиозных верований, можно увидеть практически клонов христианского Иисуса. Как оказалось, такие личности засветились в Древнем Египте, в Персии, в Индии и не только. На самом деле, воскрешение Иисуса — это всего лишь одна из модификаций культа египетского бога Осириса. Подобный культ существовал в Малой Азии под названием культ Аттиса, в Сирии культ Адониса, в землях Ромеи культ Дионисия и так далее. С Дионисием в разное время также ассоциировались другие божества — Митра, Амон, Серапис, Либер. Общее у всех этих идей одно. 25 декабря рождался Бога-человек, который потом помогал людям и творил чудеса. Затем он погибал, после чего воскресал. Вот конкретные факты. 3000 лет до нашей эры по официальной хронологии. Египет. 25 декабря от Девы Изиды рождается на свет гор. В момент его рождения на востоке загорается звезда, по свету которой 3 царя нашли место его рождения. В возрасте 12 лет Гор уже учил детей какого-то богача, а в 30 принял дух посвящения от человека по имени Ан. У Гора было 12 учеников, с которыми он исцелял людей и ходил по воде. Другие его имена — Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господень и так далее. Гора предал Тифон, после чего он был распят на кресте, похоронен, а через 3 дня воскрес. Еще одна история теперь в Персии. Митра, 1200 лет до нашей эры по официальной хронологии. Он был рожден Девой 25 декабря. У него также было 12 учеников. Чудес творил немерено, а после смерти был захоронен и, конечно, через 3 дня воскрес. Его называли истинный светом. Днем поклонения Митре было воскресенье. А теперь отправляемся в Индию. Кришна родился 900 лет до нашей эры по официальной хронологии. Матерью его была дева по имени Деваки. Его приход в мир обозначила звезда на востоке. Творил чудеса со своими учениками. После смерти, как вы понимаете, воскрес. А вот и Древняя Греция, 500 лет до нашей эры. Это опять же дата официальной хронологии. Там родился Дионис. Рожден также девой 25 декабря. Много путешествовал, творил чудеса, например, сюрприз превращения воды в вино. Его называли царем царей, альфа и омега и другими красочными эпитетами. После смерти он также воскрес. Удивительно похожие судьбы, не правда ли? Истоки даты 25 декабря. А теперь обратимся к дате. Почему же всех их угораздило родиться 25 декабря? Все просто. Эта дата прочно привязана с днем зимнего солнцестояния. После него световой день начинает увеличиваться, а ночь становится короче. И с этим днем прочно ассоциировалось рождение нового солнца. Оно наступало на 3-й день после самого короткого дня в году, 22 декабря. Отсюда и аллегория. Воскресшего бога Митру, например, так и называли «непобедимое солнце». На самом деле множество религиозных культов по всему миру построено на природных циклах, связанных с солнцем. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что многие христианские праздники совпадают с датами, отмечавшимися задолго до появления на Руси православия. Например, День Святого Власия, покровителя животных, отмечается христианами 24 февраля и соответствует празднику языческого бога Велеса, покровителя скота. День Дождь Бога отмечался на Руси 6 мая. Он обозначал окончание долгой зимы, начало весны и лета. Для христиан этот день стал днем святого Георгия Победоносца. 22 мая – день бога Ярилы, бога весны. Христиане отмечают в этот день, 9 мая по старому стилю, перенесение мощей святого Николая Весеннего. День Ивана Купала до сих пор празднуется у некоторых восточных славян, посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, отмечается 24 июня.
удивительным образом совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. 2 августа отмечается и день бога грома Перуна, и день святого Илии Пророка. Именно пророк Илья после принятия христианства на Руси заменил бога-громовержца, которого почитали древние славяне. Рождество Пресвятой Богородицы относится к числу 12 важнейших после Пасхи праздников. Отмечается православной церковью 21 сентября. Древние славяне называли этот день праздником рожениц и посвящали его семейному благополучию. И, наконец, праздник зимнего солнцеворота, Коледа. Конечно, он имеет древние корни, уходящие в дохристианскую эпоху. Отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря по старому стилю или с 6 на 7 января по-новому. Этим же числам соответствует православный сочельник и Рождество Христово. Коледа — это еще и имя нового солнца. 22 декабря далеко в Заполярье, за линией полярного круга, умирало старое, осенне-зимнее солнце. Оно называлось у древних славян Хорс или Хорст, а 25 декабря через 3 дня зарождалось новое солнце, солнце-младенец. Его-то и называли Коледа. Солнце светило, но греть не грело, а весеннее солнце, которое набралось мощи, чтобы дать силы зарождающейся природе, древние славяне называли Ярила, Яр, потому что ярый — это сильный. Праздник Коледы символизировал неизбежную победу добра над злом. Запрет древнего праздника. Почему же христианские праздники идут рука об руку с праздниками языческими? Да потому что убедить людей молиться новому богу было очень нелегко. Оставив народу любимые праздники, проповедники нового культа надеялись быстрее ликвидировать язычество, которое мешало нести им доброе и светлое в народные массы. Ну и, конечно, тихо-мирно это не происходило. 24 декабря 1684 года патриарх всея Руси Иоаким ввел запрет на поклонение Коледе, то есть молодому солнцу, потому что появилось новое солнце, Сын Божий, которому православные должны были поклоняться. Народ не особо парился по поводу этих запретов, пока за дело не взялся Петр I и не заменил календарь, превратив новолетие в зимнее новогодие. Надгробие с изображением солнца. Новаторы очень активно взялись за дело. Имеются и артефакты, подтверждающие это. В ходе работ по благоустройству Лужицкого Богородице-Рождественского монастыря в Можайске был убран верхний пласт земли глубиной приблизительно в 2 метра. После снятия земляного пласта на поверхности монастырского двора обнажился слой земли XVII века. Оказалось, что в это время в Лужицком монастыре шло бурное строительство. Но это было необычное строительство. В фундаменты возводимых построек замуровывались плиты, вывезенные с русских кладбищ. Надгробия укладывали в фундаменты монастырских построек как простой камень. После очистки плит стало видно, что там не было привычных нам крестов. На плитах изображалось солнце, поклонение которому как раз и было запрещено новым указом патриарха всея Руси и подкреплено дальнейшими мерами со стороны царской власти. Купола церквей. Символом солнца являются и золотые купола русских церквей, хотя православные официально называют храмы золотыми куполами храмами Христа. Храмы с синими куполами считаются храмами Богородицы, но они олицетворяют собой вовсе не мать Бога-человека, а синее небо со звездами. Это очевидно и совершенно не противоречит славянской мифологии, в которой синее небо и является Богородицей, рождающей после окончания полярной ночи Коледу, молодое солнце. Храмы с зелеными куполами официально называются храмами сошествия Святого Духа, однако и этот необычный цвет напрямую соотносится с солнцем. Знакомо ли вам такое понятие, как «зеленый луч»? Это необычное оптическое явление, вспышка зеленого света, которая возникает в момент исчезновения или появления солнечного диска над горизонтом. Для того, чтобы наблюдать зеленый луч, необходимы 3 условия: открытый горизонт, чистый воздух и небо, свободное от облаков, где происходит заход или восход. Представление о сошествии Святого Духа с небес было связано именно с наблюдением зеленого луча, испускаемого восходящим или заходящим за горизонт солнцем. Кресты и солнце. И уж совсем, казалось бы, нонсенс, но главный символ православной веры, крест, на самом деле достаточно далек от христианства. Православный крест — это еще одно подтверждение тому, что именно солнце в 3 своих ипостасях — Коледа, Ярила и Хорст — было важнейшим символом на Руси. Во всех христианских странах кресты на церквях обычные, но в России они особенные. Многие выполнены так, что как будто бы изображают распятое солнце. Связь креста и солнца прослеживается в этимологии слов «крест». Так в Древней Руси обозначали огонь. Слова «крест» и «крестьянин» являются родственными этому слову. Почитание креста изначально напрямую имело отношение к живому священному огню, а точнее к способу его добывания, трением 2 сложенных крестообразных палочек. В ту отдаленную пору живому огню придавалось огромное значение, поэтому неудивительно, что инструмент для его добывания стал объектом почитания, своего рода даром Божьим. Для крестьянина огонь-крест был крайне важен. Система земледелия в то время была подсечно-огневая.
Крестьянам приходилось выжигать и выкорчевывать большие лесные участки под пашней. Срубленный и сожженный лес назывались огнище. Отсюда и слово «огнищанин», то есть землепашец. И крестьянами на Руси во все времена называли исключительно землепашцев, а никогда представителей знати, хотя и те, и другие придерживались одной христианской веры. Поэтому утверждение церковников о происхождении слова «крестьянин» от слова «христианин» несостоятельно. Позже огонь стали высекать огнивом из кремня с использованием труда. Вторым названием огнива было кресало или кресово. Кресиво. Слово «кресать», слово «кресать» обозначало высекать искры из камня, высекать искры из кремня. От того же корня образовалось слово «кресить» в значении воскрешать или оживлять, высекать искру жизни. Например, в слове о полку Игореве «Игорева храброго полку не кресите», то есть не воскресите. Действительно, получаемый путем высекания искусственный жертвенный огонь крест в глазах наших далеких предков как бы воскресал заново, оживал, возрождался, поэтому к нему относились с таким почтением. Кстати, и русские мастерицы обильно вышивали на одежде кресты. Таким образом, они прославляли древний языческий знак огня и солнца, а вовсе не символ христианской веры. И уж тем более вряд ли они имели в виду орудие казни Иисуса. Что же получается в итоге? В архитектуре, в словообразовании, в народном творчестве прослеживается важность символа солнца для русских людей. Так кого же прославляют христиане? Сына Божьего, о рождении которого толком не упоминается даже в Библии, или молодое солнце, которое символизирует ежегодное и такое важное для всей планеты возрождение жизни? Понятно, что разбираться в этом захочется не всем. Тут, как говорится, доказательства и факты ничего не изменят для тех, кто о них знать не желает. Но вам, надеюсь, наше мини-расследование было интересно. В нашей жизни есть истины, которые считаются непререкаемыми. Таблица умножения, законы логики, день первого полета человека в космос, система летоисчисления от Рождества Христова. Что касается последнего, то некоторые исследователи уверены, целое тысячелетие в истории человечества было попросту высосано из пальца учеными-мужами в 15-16 веках. О том, как это могло произойти, мы расскажем прямо сейчас. И пока вы не досмотрите этот ролик до конца, не беритесь судить тех, кто посмел усомниться в 2000 лет от Рождества Христова. Что же они там такого нашли, эти самые исследователи? Вот, например, портрет Августа Людвига Шлёцера, одного из авторов нормандской теории происхождения русской государственности. Под именем значится дата 1735 год. Хотя, подождите, вместо единицы стоит латинская буква «И». А зачем? Наверное, это какое-то недоразумение. А вот такая же ситуация с датой на гравюрном портрете итальянского композитора Карло Бросчи, который датируется 1795 годом. Латинская прописная буква «И» отделена точками от цифр. Таким же образом записана дата 1524 год на гравюре Альбрехта Дюрера. Мы видим, что первая буква изображена как откровенная латинская буква «И». Как и в предыдущем случае, она отделена точками с обеих сторон, чтобы ее случайно не спутали с цифрами. Но бывает, ошиблись немного, наверное. А хотя вот еще на гравюре изображена средневековая издательская марка Людовика Эльзевира. Дата 1597 год записана на левой ленте арабскими цифрами. Здесь цифра 1 обозначена в виде буквы «И», отделенной точкой от цифр 597. Но почему? Или гравюра Ханса Бальдунга Грина, немецкого художника эпохи Возрождения с изображением ангелов и распятого Иисуса. Здесь видно, что первая цифра, обозначающая 1000, кардинально отличается от двух других единиц и подозрительно напоминает английскую букву J. Стало быть, он, этот Ханс Бальдунг, осознавал разницу между первой цифрой даты и остальными. Так что же означает буква «И» с точкой или «J»? Самое логичное объяснение — это сокращенное написание имени Иисуса, поэтому мы видим либо греческую и латинскую «и», либо немецкую, французскую или английскую «J», первую букву в слове «Jesus». А вот российские императорские картографы дошли еще дальше и вообще отменили 1000 лет перед сотнями в датировке. Действительно, зачем заморачиваться? На этой русской военно-морской карте, изданной во времена правления российской императрицы Елизаветы Петровны, то есть в середине XVIII века, совершенно четко написано. Написано и измерено по указу Ея Императорского Величества в 740 году флота капитаном Нагаевым, сочинена в 750 году. Все правильно, а что не так? На этом средневековом немецком гербе Западной Саксонии дата написана также без первой литеры. Таким образом, мы читаем 519 и 527 годы от Рождества Христова. Тут можно подумать, ну и что, люди часто ошибаются. Теперь придется вступить в полемику с итальянцами эпохи Средневековья. Они называли века так, как будто никакой тысячи в датировке не существовало. Как мы сейчас говорим о первых 10 годах 21 века, 2000-е, а итальянцы, например, 15 века, то есть жившие в 1400-х годах, называли свои годы просто 400-е, quattrocento. Какая тысяча?
Не слышали, и так с каждым веком. Интересно, что началось это безобразие с 1200-х, которые назывались Дученто, то есть 200-е. Академик Анатолий Фоменко с коллегой Олегом Носовским после обширных исследований уверены, летоисчисление от Рождества Христова более правильно вести с середины-конца XII века, а самые древние письменные источники датируются не ранее, чем 8-9 веком так называемой нашей эры. Известная нам система летоисчисления от Рождества Христова с тысячей или без, как на той морской карте, появляется в письменных источниках только в 15 веке. Например, на портрете супружеской четы Арнольфини, принадлежащем кисти ранненидерландского художника Северного Возрождения Яна ван Эйка. Если увеличить, проглядывается дата создания картины. Вторая и последняя цифры неизвестны современному обывателю и похожи скорее на русскую «Л» с широкой петлей сверху. На самом деле здесь написано 1434 год. Это еще один портрет. Мужчина в красном тюрбане. На раме вырезана дата римскими 1400 и число 33 арабскими. А это Мадонна с младенцем в Италии. По низу идет надпись римскими 1429 год. Если считать, что эти даты не фальшивые и не написаны позже задним числом, получается, что в 15 веке в странах Европы система летоисчисления от Рождества Христова только-только начинала вводиться в обиход. А как обстояли дела с датами в 14 веке? Как раз-то здесь при поиске дат на картинах и документах начинаются сложности. Какие бы то ни было датировки исчезают с письменных источников, например, с карт, вроде вот этой, которую почему-то датируют 1350 годом. И вот эту, посмотрите, ее тоже решили датировать приблизительно серединой 14 века. А почему? Ведь нигде это не написано. Средневековые мастера не удосужились подписать свои работы. На картинах такая же история. Ученые объясняют это тем, что богобоязненные христиане не любили афишировать свои имена. Ну пусть имена, но дата-то тут при чем? А что с обычными текстами тех времен? Как мы ни старались, не смогли найти оригинальных записей дат создания документов до 15 века. Либо они были вырезаны, либо стерты. Нам говорят, что это практиковалось в средние века часто в целях экономии пищевого материала. А может быть, датированные авторами работы скрываются от нас в музейных архивах? Логично предположить, что до 15 века была другая система летоисчислений, либо их было несколько. То есть до 15 века запись даты выглядели совершенно иначе. И только к 15 веку Ватикан устанавливает для подконтрольных территорий единые правила записи, где уже добавлено тысячелетие от Рождества Христова. Любопытно, что львиная доля античных текстов на древнегреческом, древнееврейском и латинском языках датируется не ранее, чем XI-XIV веками. Создается ощущение, что на протяжении более 1000 лет Европа, да и Русь тоже только и делали, что творили как по кальке, не создав практически ни одного нового жанра. Более 1000 лет прожито и ничего нового, а зачастую создавались более примитивные произведения искусства. Одни и те же античные и библейские сюжеты. Более 10 столетий прошли в мировой истории как один день, не оставив в народной материальной культуре практически никаких упоминаний о новых значимых событиях. Вероятнее всего, этой тысячи, а также тех античных тысячелетий до нашей эры не было. Смещаем все так называемые древние государства примерно в один промежуток с 9 по 13 век от Рождества Христова, и вуаля, вырисовывается полноценная картина лет давно минувших, насыщенная событиями, революциями, реформами, интригами, военными действиями и так далее. Как мы уже показывали в другом нашем ролике «Античность — это средневековье» про хронологическую таблицу Пьера Дюваля, созданную в 17 веке, в ней отчетливо видно, что европейцы долгое время не знали, что вставить в первые годы нашей эры, а в древних веках изрядно накосячили с датами. Растянув мировую историю, они допустили кучу ошибок, например, Авраама, который считался современником ассирийского царя Нина и его жены Семирамиды. Ученые сместили в древность еще на 1000 лет от эпохи его современников. Некоторые спецы XVIII века так любили удревнять факты недавнего прошлого, что даже народам средневековой Тартарии начали приписывать 4000-летнюю историю. Кто-то может сказать, что это все высосано из пальца и будет продолжать верить официальной версии истории. Но ведь ее писали простые люди из кожи и плоти, и они могли ошибаться, могли солгать или скрыть что-то намеренно. Ну или устраивали сбой в матрице, как вот здесь. Смотрите, 2 Наполеона, 1 и 3, оба офицера-артиллериста с разницей в 50 лет становятся во главе Франции, подавляют восстание в Ирландии, воюют с Турцией, оба имеют сыновей, которые тоже рождаются и умирают с разницей в 50 лет. И таких случайных совпадений по этим дублирующимся личностям исследователи насчитали всего-навсего пару сотен. А ведь еще есть Екатерининский сдвиг. В 1168 лет вследствие него история России повторяет историю Древнего Рима в малейших деталях. Они похожи, словно два автомобиля одной серии, выпущенные одним заводом, пусть и с разрывом в 1168 лет. Стоит римскому летописцу упомянуть Персию в связи с войной, и его русский коллега обязательно откликается и с отрывом в 1168 лет размещает в хронике сообщение об удачном походе Стеньки Разина как раз в Персию. Ну а на сегодня у нас все. До скорой встречи!